Добрый день, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Михаил, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реагировать, когда близкий человек замолкает на очень долгое время, вплоть до нескольких месяцев? Раньше я пугалась и думала, что в чем-то реально виновата. Теперь понимаю, что это манипуляция. Для чего она? Вывести меня на эмоции, получить внимание? Спасибо, Ирина. Да, Ирина, мы сегодня говорим про обиды, тема интересная. Несколько слов в начале, прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы. Обида – это одна из основных, я бы сказал, базовых инстинктов для невроза. Вообще считается, что у невротика две, так сказать, главные негативные эмоции – это чувство обиды и унижения. И обида, наверное, здесь все-таки главнее. Такое всепоглощающее чувство, но, не знаю, его из негативного списка, наверное, больше всего хочется сравнить с чувством страха и с тревожностью. Есть истории о том, что вы ничего с этим, не то, что не можете сделать, конечно, с обидой сделать можно, и мы сегодня будем об этом говорить, но, теперь вы обижены на родителей. Вы являетесь их заложником, потому что это ваши родители. Вот когда обиды между супругами, тут гораздо все проще, потому что супруг – это не данность, это то, что вы приобрели в течение жизни. Как приобрели, так же можете и расстаться. Многие невротики это просто не понимают, а вот с родителями гораздо тяжелее. Кроме того, пока у вас есть обида на родителей, вы будете вообще обижены по жизни, вы будете жить этим чувством, оно будет вас преследовать, будет светить солнце, вы будете сидеть на море и будете заняты только диалогами и монологами, которые будут происходить в вашей голове. Почему он так поступил со мной, что я ему плохого сделала, за что это и так далее. Тема тяжелая, тема непростая. Можно спросить, например, а что, здоровые люди не обижаются? Они обижаются. Они тоже испытывают негативные эмоции. А в чем разница? Дело в том, что, как и во многих странных или негативных эмоциях, здоровый от невротика отличается тем, что здоровый реагирует на реальную ситуацию. А невротик, да, и он пытается или принять ситуацию, или избавиться от нее. Невротик очень часто ситуацию надумывает сам, не говорит, что ему не нравится, держит это в себе. Вот как близкий человек, Ирина не уточняет, о ком идет речь, ведет себя. Иногда он сам у себя генерирует события, людей, в чем размещает или в ком размещает свои обиды. Иногда он живет в этом эпицентре обиженности и ничего не пытается с этим сделать. В этом отличие, собственно, здоровых людей от невротиков. Я, если кто недавно слушает нашу программу, не очень люблю дискуссии, поэтому я отвечаю на вопросы. Если у вас есть проблемы с обидой, если вы сами человек обидчивый, или вы кого-то обижаете, те, кто обижают других, они обычно не обращаются, потому что у них нет проблемы. Проблема у тех, кого они обидели. Я хочу, конечно же, ответить Ирине, с чего письма я начал нашу программу. Ирина жаловалась, что близкий человек, она, к сожалению, не говорит, о ком идет речь, а это принципиальный вопрос. Потому что с мужем вы можете развестись, а с ребенком не очень. Тем не менее, близкий человек замолкает на несколько месяцев даже. Думала, Ирина пугалась, что она в чем-то виновата. Теперь понимает, что манипуляция, для чего вывести на эмоции и получить внимание. Ирина, не надо ковыряться, тем более бесплатно в чужом мозге. Какая вам разница, для чего человек так делает? Человек этот невротик, он действительно пытается манипулировать, но не нарочно, не в смысле этого со стороны воспринимает как манипуляцию. Он воспринимает как очень жестокую обиду. Просто есть так называемые два типа людей, оральный и анальный. Вот анальные, они обычно молчат и такие бойкоты устраивают. А когда они нервничают, они еще любят наводить порядок, стирать пыль, переставлять мебель и мыть посуду. А оральный любит истерить, когда он нервничает. И он орет, и когда отношения выясняет, тоже кричит, в себе не держит. Но вы не лечащий врач, и, надеюсь, не мама этого близкого человека, поэтому вы должны думать не о том, зачем он это делает, а о том, что вам с этим делать. Говорите. Не говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Лев. У меня такой вопрос. Мы давно планировали. Я женат вторым браком. Мы
мы давно планировали поездку на отдых, и с нами должна была поехать моя дочь от первого брака. Мгм. И завтра мы улетаем. Вчера она мне позвонила и сказала: ты знаешь, папа, извини, но я с вами не могу ехать, потому что я боюсь, что мама по мне будет очень сильно скучать, Мгм. и мой братик тоже будет скучать. Мгм. Стоит ли в таких случаях обижаться на ребенка или на кого стоит? А вы думаете, Лев, это вопрос выбора? Хочу обижаюсь, хочу не обижаюсь? Нет, это вопрос, я просто оцениваю как ситуацию. Слушайте, к сожалению, в такой ситуации дети разрываются, да? И лучше пойти ребенку навстречу. Потому что если бы мама ребенка сказала: слушай, ты езжай, отдохни, конечно, ребенок бы, может быть, и не дергался. Но, может быть, мама сама как бы загрустила на эту тему. Ваша первая жена, я имею в виду. Так и есть. И ребенок как бы считал это и решил, что лучше он как бы будет с мамой. Я бы сказал, в эту трагическую тяжелую минуту. Вот. И это надо с пониманием, конечно, принять. Вот. Ребенку сколько лет? 10. Не, ну вырастет, она все не на места встанет, а пока так. Это не самый худший вариант. Екатерина пишет: я понимаю обиду как детское поведение, как повзрослеть. Вы знаете, Екатерина, если вы хотите повзрослеть, то вы должны только с одним человеком разобраться, как бы с обидой на него. Это ваши родители, отец или мать. Недели 3 назад я читал лекцию, такой жесткой лекции у меня никогда вообще отродясь не было, я даже поплыл. Поплыл в том смысле, ну, понимаете, когда ты стоишь перед залом и рассказываешь, и зал там, я не знаю, от 100 до 350 человек, ты, конечно, должен как бы держать внимание. Но там была такая из ряда вон выходящая ситуация, я вам расскажу, вы меня поймете. Я говорю такие вещи, говорю: слушайте, но если ваши родители тушили об вас бычки в детстве, то, ну, вы, конечно, можете на них обидеться, но они просто психически нездоровые люди. Обижаетесь вы или нет, это просто такие, ну, психопатия, я не знаю, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, все что угодно. Даже нет повода для обиды, просто надо принять, что это больные люди. Вдруг стоит женщина и говорит: вы знаете, Михаил, а моя мама тушила об меня сигареты. Ну, я так покачнулся, но стоял и разговариваю дальше. Говорю: ну, вообще бывают такие ситуации, что родители вообще не при делах. Ребенка в 3 месяца с стафилококком отправили в стационар, он через 2 дня вышел полным психом, его оставили одного. Встает эта же женщина и говорит: Михаил, ну не в 3 месяца меня отправили, а мне было 1,5 месяца и на неделю. Но я опять, конечно, но устоял. Зал уже нет. Вот я понимаю людей обиды на родителей, Екатерина. Думаю, что у вас не такая. Так вот, когда вы говорите, как повзрослеть, вы очень правильно формулируете. Конечно, надо избавиться от обиды. Надо принять родителей, прежде всего, родители — главное лицо в обиде. Когда вы с ними разберетесь, с остальными будет гораздо проще. Надо принять, что они вот такие, и что даже если они сегодня каются, тогда, когда они были молодыми, они бы по-другому и не поступили. Это обидно, это неприятно, но обидно должна быть сама ситуация, потому что родители, может, они у вас звери. Они как бы в этом тоже не виноваты. У них тоже было голодное детство, деревянные игрушки, приколоченные к полу. Их мать и отец били и просто до крови. Их сдавали в детский дом, пинали ногами. Я не знаю, почему они такие выросли, но это так. И вот так они себя повели, например, агрессивно, несправедливо и так далее. Вот понимание того, что они не могли быть по-другому, оно очень отпускает. Добрый день. Говорите. Алло. Добрый день, меня зовут Ксения. Ксения, очень приятно, что вы первые сказали, как вас зовут, а то я как работаю в справочной. Добрый день, как вас зовут? Да, Ксения, ваш вопрос. Михаил, у меня тоже были интересные отношения с родителями в детстве, и сейчас у меня, возможно, тоже на них осталась какая-то обида. Расскажите, пожалуйста, как от этой обиды избавиться? А давайте, Ксения, я ж не знаю, какая обида. Вы расскажете коротко достаточно самой ситуации, мы с вами попробуем вместе от нее избавиться. Итак, на что конкретно вы обиделись? Ну, например, за то, что ко мне применяли физическую силу очень серьезно. Вас били? Оставались синяки. И, очень, не знаю, жестко наказывали, и были какие-то моменты даже унижения, неприятные такие. А сейчас это другие люди, такие лапочки, тихие, спокойные, говорят: Ксюшенька, что тебе на завтрак, да? Да, мы сейчас даже некоторое время, я к ним снова переехала, и мы вместе живем.
Зачем? Сколько вам лет, Ксения? Мне 28 лет, ну, просто сейчас мне это удобнее, я живу только несколько месяцев, ну, потому что так дешевле. Вы знаете, деньги не главное в жизни, Да. хотя я много зарабатываю. Я вот что скажу. То, что они себя так вели, радости в жизни не переносят. Но мы понимаем с вами оба, что они по-другому не вели бы себя. У них не было выхода. Они у вас, видимо, есть такое заболевание, психопатический склад личности или психопатия. То есть люди, которые не контролируют свои эмоции. Слышали про такое? Слышала. В военном билете это статья 7Б. Это солдат, который, он еще не солдат, он пока призывник на медкомиссии, так себя ведет, что психиатр пишет ему эту статью 7Б и комиссует его на всю жизнь. Почему? Такой боец в роте сидит тихо, никого не трогает. Но если, например, над ним начинает издеваться, он может взять автомат и пострелять всю роту, и такие случаи были. Вот это называется психопатия. Понимаете, да? Угу. Ваши родители, вас кто бил? Мать, отец, оба били? Отец. Отец. Он у вас психопат. Если вы понимаете, о чем я говорю. Угу. То есть он не контролирует себя вообще. То есть когда у него возникает чувство агрессии, бешенства или злобы, да, он не может ничего с этим сделать. Понимаете? Да. Плюс у него низкая самооценка, и он может утвердиться только на более слабом персонаже, которым, собственно, вы и являлись, будучи ребенком. Тоже понятно. При этом, как ни странно, они вас любят. То есть, если их спросить, зачем они это делали, говорят, ну как, я тут моя дочь, я хотел ее воспитать. Я же хотел... А зачем вы ее били? Вы знаете, я считал, что это правильно. По-другому она не понимает, это доходчиво и так далее. Вот будет такой разговор. Вы с ними вообще когда-нибудь выясняли отношения? Зачем они себя так вели? Нет, это для меня даже сложная тема. О ней сложно как-то говорить. Сейчас мы делаем вид, что этого ничего не было. А зачем вы делаете такой вид? Это вторая причина, почему вы не можете избавиться от обиды. Вы хотите вообще поговорить об этом с отцом? Нет. Не хотите? М-м. Почему? Ну, потому что это, мне кажется, снова только раны все вскроет. Но папе так точно вскроет. Ну, вы знаете, это, конечно, ваше дело, говорить или нет. Папа не может сказать ничего. Если он даже скажет, что я был виноват, вы ему можете не верить, потому что это он сейчас так считает. А тогда он так не считал, понимаете? 20 лет назад он думал, что вот по-другому он не может. Я говорю сознанием дела не как психолог, а потому что меня била моя мама. Примерно лет до, 10-11 точно била. И когда я вырос, я тоже имел на нее обиду. Я понял, что мама у меня тоже проблемы с психопатией имела. Понимаете? Да. Вот. То есть здесь обидно, может быть, сама ситуация, что вы родились в такой семье не очень адекватной, понимаете? Ну, то есть мне нужно принять ситуацию, понять, почему это происходило. Это не почему не происходит. Нет, вот когда говорят почему, то это называется психиатрия рационализации проблемы или психологизации проблемы. То есть ваш папа, вот если бы, например, сейчас разговор был бы с вашим отцом, да? Говорите, папа, зачем ты это сделал? Папа бы сказал, слушай, вот как вы считаете, вот давайте вы за него скажите, вот как бы он ответил? За плохие отметки. Потому что ты была не права. Ты была не права. Ну, например, что ты делала? Вот плохая, что это значит? Получила 3 по физкультуре. Ну да. А я думал о тебе, я думал о твоем будущем, что тебя по-другому, не воспитаешь. Я так переживал, чтобы из тебя человек вырос и так далее. Понимаете, да? Угу. Это не является реальной причиной, потому что не все родители, чьи дети учатся плохо, их бьют. Это тоже понятно. Да. Причиной является неспособность вашего отца контролировать себя и свои эмоции. Он у вас агрессивный, говоря по-русски. И чтобы вы понимали, агрессия — это обратная сторона обиды. Обиженные люди имеют 2 выхода. Они или подавлены, это, кстати, ваш случай, вы подавлены. Вы это знаете? Ну, я не задавала себе такой вопрос. Ну, то есть вы вот когда вы говорите «я обижена», да, это и есть чувство подавления. Вы даже не хотите на эту тему с ним разговаривать. Ну, смысла в этом рационального никакого. Я думал, что эмоциональный смысл есть. Как бы слить негатив, понимаете, только за счет этого. Ну, вы же и здесь переживаете, что вы папе нанесете какую-то травму. То есть вы, а папа, он его тоже, видимо, били, или какая-то у него была мама. Вы же знали родителей вашего отца? Ну, у папы тоже с отцом были жесткие отношения. Ну вот, понимаете, да, откуда вся эта история? Она бесконечная.
И ваш отец, конечно, как бы вы с ним ни разговаривали, он может сказать извиниться, сказать, то, наверное, не надо было, но он не мог выбрать. Вот обида от того, что вам кажется, что он мог этого не делать. Он не мог этого не делать. Это болезнь, понимаете? Это психическая неадекватность. Человек не может выбирать, бить ему или не бить. Ему надо идти к врачу или к психологу и лечиться. Это другой вопрос. Но это не вопрос выбора. И тогда, неприятно то, что вы в такой семье в принципе родились. Но если ваша жизнь вас устраивает, а вы можете сказать, что она вас устраивает? Я в этом, кстати, сильно сомневаюсь. Ксения слетела. Почему я сомневаюсь? Потому что если бы у Ксении была хорошая жизнь, она бы не жила с родителями в 28 лет со словами, так материально удобнее. Что я вам хочу сказать? Что вот это, наверное, вот то, что сейчас мы с Ксенией обсуждали, это, наверное, корень многих проблем в 90% случаев. Первое – это ощущение жуткой обиды за несправедливость, за что. Второе – непонимание, что родители не могли этого не делать просто потому, что они не совсем, может быть, здоровые люди. Можете их назвать невротиками, можете их назвать психопатами, я не врач, но, как мы оба понимаем с Ксенией, это нездоровое поведение. Что бы родители при этом не говорили, как бы они ни раскаивались, вы не должны на это поддаваться. Они бы не могли вести себя по-другому в любом случае. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, я в эфире, да, с вами говорю, по-моему? Что вы говорите? Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Да, Михаил. Да, здрасте. Вы знаете, у меня, в общем, вопрос касательно моей мамы. Она, вы знаете, приемная, она не может принять, наверное, мою личную жизнь. И вот как в этой ситуации быть, я не знаю. Что мама приемная, что она? Не может принять мою личную жизнь. Она меня вырастила. Так. Воспитала. Что значит не может принять мою личную жизнь? Что вы имеете в виду? Я поясню. Как у меня только начинаются какие-либо отношения, она... Ревнует, да? Это ревность, понятно. обида, и начинается это все... А вы с мамой живете? Нет, я живу отдельно. А чего вы тогда так сильно переживаете? Это уже мамина проблема. Пусть мама переживает. Слушая ваши передачи, давно хочу сказать еще спасибо, пользуясь случаем. Я начал действовать, наверное, по вашим правилам, этим 6, да, и не делать все-таки то, что я хочу. Бывает какой-то разговор возникнет, а я слышу, что она обижается, и я тоже начинаю, у меня чувство тревоги, оно меня как-то не покидает. К сожалению, да, у вас... Сомнения, правильно я делаю или неправильно я делаю. Сколько вам лет вообще, Михаил? Мне уже 29. Как-то уже пора повзрослеть. Слушайте, пора, я согласен. Я вам скажу, на чем зиждется ваша проблема. Ваша проблема зиждется на чувстве вины перед мамой. К сожалению, это такой вопрос инфантильности. Вы должны взять себя в руки. Вы должны сказать маме: мама, я взрослый, я понимаю, что тебя может не устраивать, пожалуйста, не грузи меня этими проблемами. Ты свой выбор сделала, выходя замуж за моего отца, а теперь это моя жизнь, и я делаю свой выбор. Эти девушки, с которыми я встречаюсь, это мои девушки, к тебе ни отношения не имеют. И если ты хочешь, чтобы у нас были нормальные отношения, принимай меня и мою жизнь такую, как она есть, а если мне надо будет твой совет, я тебя сам спрошу. И еще самое главное, скажите, что я тебя люблю. Ты не переживай, что какие-нибудь девушки, которые появятся в жизни, не знаю, отдалят меня от тебя, я буду хуже к тебе относиться и бла-бла-бла. Потому что главная причина такого поведения мамы — это то, что она ревнует в чистом виде и не хочет, чтобы ее золотой ребенок остался, не попал не в те руки. Михаил спрашивает Мария: добрый день. Становится ли человек невротиком, принимая или прощая однотипную обиду несколько раз? Мария, все прямо наоборот. Он потому ее однотипную несколько раз принимает или прощает, что он уже невротик. Здоровый человек, если он принимает, она уже не обида, и он ее прощает. А если он ее терпит каждый раз, то он уже, значит, нездоровый. Добрый день. Добрый день. Вас зовут? Меня зовут Мария. Да, Мария, пожалуйста. Я просто немножко растерялась в плане того, что как же коротко все это изложить. Но у меня обида, как я ее понимаю, на мужчину, с которым я долгие годы прожила, и он меня, как я считаю, очень так серьезно предал. Как он вас предал?
ушел от вас, нашел себе другую? Он предал меня таким образом, что последние 2 года, когда мы с ним жили, он придумал такую историю, что у него появилась очень интересная работа и очень такая хорошо оплачиваемая, но работа должна была быть с проживанием по месту этой работы, а поскольку человек занимался такой, в общем, достаточно простой деятельностью, грубо говоря, водителем, да, он работал, то есть такой класс людей, которые действительно, нанимают с проживанием и все такое прочее. И поскольку у нас с ним было совместное хозяйство, мы прожили около 20 лет, у меня были кредиты ипотечные. Кстати, оформляла я все кредиты на себя, поскольку я, в общем-то, достаточно хорошо зарабатывала, а у него не было официального дохода. И, в общем, я, конечно, когда он спросил, говорит, как ты думаешь, я сказала, что деньги нам нужны, поэтому соглашайся. И, в общем, ничего страшного, я достаточно самостоятельный человек. Так, и чем это закончилось? Закончилось тем, что это был обман, то есть, в общем, та семья, в которой он мне говорил, то, что он пошел работать, оказалось, что это не семья, а некая женщина, которая, в общем-то, явилась его вот этой новой избранницей, из которой он параллельно организовал семью. И в течение 2 лет я верила, так сказать, этой сказке, поскольку он исправно приезжал по выходным, отдавал мне все деньги, и, так сказать, в общем, жить стало в этом смысле полегче. Но, знаете, как женское сердце, оно же его обмануть достаточно сложно. В общем, в один прекрасный момент я все-таки начала искать доказательства тем сомнениям, которые у меня такие достаточно стойкие появились. И, в общем, совершила, наверное, некрасивый поступок. Я обнаружила его тайный телефон, а в этом тайном телефоне я увидела подтверждение не просто измены, да, то есть наличие второй семьи, а еще параллельно наличие множества женщин, такого, скажем, такого облегченного поведения, с которыми мой любимый мужчина, так сказать, проводил также время. Я даже сейчас не беру знаете, Кирилл, как я все это... А в чем ваш вопрос? Я конкретный вопрос сформулировала. То есть прошло уже, в общем-то, около года. Угу. И, конечно, как я вышла, это, так сказать, отдельная тема, даже, может, не нашей передачи. То есть, что было вначале, это был кошмар. Но прошло больше около года, и я, понимаете, все это поняла. То есть, если вы сейчас много рассказывали о том, что родители больные... Мне нужен ваш вопрос. Да, я до сих пор не могу устроить свою жизнь, потому что меня накрывает периодически. Знаете, как бессознательно, видимо, вытеснила я все это туда, и как бы во сне, я вижу эти сны, когда я проигрываю весь этот ужас. А жизнь свою я устроить не могу. Я на мужчин вообще не могу смотреть. Я как бы не верю никому, да. Я приняла это разумом, но, видимо, бессознательно у меня все это крутится. И, в общем, как-то в общем, очень тяжело. Как простить-то это все? Почему должны прощать? Читаешь же всякую литературу, там пишут, да, прости, отпусти, и живи дальше. Нет, отпустить, пожалуйста, но у меня тогда к вам будет тоже встречный вопрос. Вы говорите о том, что кроме того, что он с какой-то женщиной замутил, у него еще были женщины облегченного поведения. Хотите ли вы... Да, и это не обязательно в этот период, а вообще были, да, я так понимаю? Нет, за эти 2 года у него же появились деньги, понимаете, да, что самое страшное, это то, что когда я его сажала и говорила, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть отношения с этой женщиной, нашей любви, нашей семье что-нибудь угрожает, он сажал меня, смотрел мне в глаза, брал меня за руки и говорил, ты единственная, ты любимая, я люблю только тебя, и у тебя никого нет. И понимаете, этот год, я не могу справиться с тем, чтобы отодрать его от себя. Я понимаю. Я понимаю, а вы никакой ответственности за себя не будете брать? Например, что я подозревала, я сомневалась, мне казалось, но я от себя отгоняла. То есть, я отгоняла, конечно, отгоняла. То есть, на самом деле, вас... Нет, давайте только не вместе разговаривать, я так не люблю. Значит, были ощущения какие-то, что он врет, правильно я понимаю? Вы же не зря в телефон полезли.
А вы не хотите взять на себя ответственность за то, что вы уже чувствовали что-то не так, но делали вид, что все нормально? Потому что боялись правды, например. Как вам такой вариант? Рационально, конечно, это все так и есть. Нерационально. Очень как раз... Нет, нерационально как раз. Вы сказали, что в тот момент, когда это произошло... Ну, не это произошло, когда он стал жить отдельно, а что вы стали спрашивать его, действительно ли он вас любит и так далее. Что, говоря по-русски, вы уже понимали, что что-то не то происходит, правильно? Да, да. Вот это уже вопрос вашей доли ответственности. По какой-то причине вы это протянули 2 года. По какой? Но я любила его очень сильно. Ну, вот такая цена вопроса, значит, у вас. То есть, я так понимаю, через какое время от того момента, когда он перестал с вами жить, вы стали подозревать? Расскажите мне. Ну, наверное, вот года через 1,5 у меня, там же, была целая, так сказать, пирамида вранья, и когда вот эти пазлы складывались, потом все окончательно в один прекрасный момент сложился, и за полгода до того я уже все понимала, но я хотела, чтобы человек честно сказал: да, ты знаешь, Стоп. Тогда уже вопросы к вам. Если вы все понимали, но хотели сказать, то это вы уже сами немножко заигрались в эту игру. Тогда вообще никаких претензий. Но я еще хочу одну вещь сказать. У нас просто нет такой возможности бесконечно беседовать. Это радио. Тем не менее, интересный вопрос есть. Смотрите, не бывает практически никогда в жизни, что что-то происходит вдруг. Вопрос следующий. Вы с человеком прожили 20 лет. За 20 лет были какие-то истории, похожие на эту, связанные с обманом, с недоверием, с изменами и так далее? Были? Такая была история. С самого начала некрасивая. Он точно так же ушел от своей жены, бросив жену. Все, вопросов нету. И тогда вот даже обидеться не на что. Вы знали, как говорят в таких случаях, на что шли. Так бы сказала вам ваша мама. А я вместо вашей мамы вам скажу то же самое. И за 20 лет с вами было что-нибудь похожее? Не с его женой? Нет, потом не было. Вот понимаете, то есть вы думали, что со мной он так не поступит? С женой, да, она другой человек, а я не такая, да? Да, как многие женщины думают, я думала, что я уникальная. Вот видите, казалось бы, из безнадежной ситуации можно найти вывод. Теперь вы можете на меня даже обидеться и сказать: Михаил, зачем вы меня грузите? Я и так как бы пострадавший, а вы мне попытаетесь навязать еще мою ответственность. Я вам скажу, зачем. Вам от этого легче будет. Потому что когда вы считаете, что вот вы такая прямо невинно как бы наказанная и доверяли, а теперь потеряли доверие, то вам обидно. Когда вы берете на себя ответственность и говорите себе так: ну да, честно говоря, я понимала, что ему в принципе нельзя доверять, он точно так же кинул свою жену. А через 1,5 года я уже понимала, что он не врет, но делала вид, что все нормально, и тогда уже не так обидно, потому что получается, что, как бы говоря, да, по-русски вы знали, с кем вы живете и на что можно рассчитывать. То, что вы не хотели об этом думать, это тоже вопрос вашей ответственности. Никому не хочется рушить отношения и семью. Отключился у нас уже, да, Мария? Нет? Мария, можно еще один последний вопрос? Вот самый интересный вопрос во всей этой истории. А вы когда познакомились, он был женат? Да, он был женат. И вы с ним общались? Да. А знаете, как ведут себя не невротики, а здоровые женщины в такой ситуации? Рассказать вам? Расскажите, да. На будущее. Я не отрицаю, что я, в общем... я не пытаюсь на вас вешать чувство вины, чтобы вам легче говорю, чтобы вам было проще жить дальше. А то вы всех ненавидите и боитесь. Вот как ведут себя здоровые женщины в такой ситуации? Во-первых, любая женщина может влюбиться в женатого мужчину, это не само по себе не порочно. У мужчины на лбу не написано, женат он или нет, правильно? А вот дальше невротики идут в одну сторону, а здоровые идут в другую сторону. Почему? Невротики всегда выбирают отношения, а здоровый всегда выбирает себя. Невротик говорит: ну да, я понимаю, это не есть хорошо, но так вот нытьем катанье, в результате он ведь развелся, правильно я понимаю? Ну да. На вас он при этом не женился, вас это ведь тоже не устраивало? Нет, он наоборот хотел, я была против. Вы были, как в воду глядели, точно? Да, а вот теперь как ведут себя здоровые женщины, я буду говорить медленно, пусть другие женщины возьмут ручку и бумажку и запишут. Они говорят так: дорогой, я тебя очень люблю. Ты когда разведешься, звони, но не тяни с этим, долго я тебя ждать не буду. Я понятно рассказываю? Ну да. Вот этим отличаются здоровые люди.
Они не вписываются в отношения невротические. Они не хотят рыдать, выяснять отношения, спрашивать, почему в выходные он уезжает в семью, не слушать, пока дети на пенсию не вышли или жена не умерла. Это никому не интересно. А невротикам им только давай. Как говорил Мао Цзэдун, чем хуже, тем лучше. А здоровые женщины скажут, ну да, я люблю, ну правда, влюбилась. И прямо говорит, как разведешься, ты же мой номер знаешь, давай звони, я вся ваша. Пока. Поехали дальше. Обида есть, очень хочется. Это Оля, видимо, пишет. Оля Т.К., непонятно. Очень хочется от нее избавиться, при этом я знаю, что не получится общаться с человеком, как прежде. Смотрите, если вы от обиды избавитесь, у вас получится общаться, как прежде. Но одна из причин, как вот наша сейчас предыдущая слушательница объяснила, в том, что страшно. То есть страх потерять человека, он заставляет тебя не говорить то, что тебе не нравится, держать в себе обиду. Да, может и так, как в моем любимом фильме было сказано, так Инночкин потерял друга. А мы ехали и поедем дальше. Добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, мне 23 года. Я такой замужем. взрослый голос у вас. И вы замужем уже, Виктория? Ну, да, так жизнь сложилась, что я уже... Да просто повезло, говорите уже прямо. Ну да, можно так сказать. Мне не повезло, ну, громко сказано, конечно, с родителями. У меня есть на них обида. Так. В плане того, что с детства я ощущала себя недолюбленной. У меня никогда не было одобрения со стороны родителей, и постоянно было только порицание. Я постоянно себя чувствовала виноватой еще за то, что я не успела сделать. Угу. Вот. Что касается мамы, еще было попроще, а вот с папой, к папе вообще было невозможно подойти. Меня сразу же ругали, встречали с таким взглядом, будто бы все. Уже мир рухнул, хотя я не была плохим ребенком, я была талантливым, способным, но сейчас, в принципе, остаюсь таким человеком. Я сейчас замужем, и мой муж хвалит меня, он любит меня, постоянно делает мне комплименты по поводу того, какая я замечательная. А в чем вопрос, Виктория? В чем вопрос, как мне быть с обидой на родителей, потому что у меня это выливается в какой-то нездоровый перфекционизм. У нас очень мало времени, я вам очень коротко объясню. Принять их такими, какие они есть, потому что ваш папа, я думаю, вообще недоволен жизнью. Не вообще вами, а вообще жизнью. Я не прав? Это да. То есть это вообще ничего личного. Он на улицу выходит, говорит, полное, тут нельзя употреблять слова. В магазин заходит, говорит, а что, мясо у вас все тухлое, что ли? А хлеб что, весь черствый, что ли? И так далее. Все воруют, да, все козлы. Опять что-то нельзя говорить. Короче, вы меня поняли. Чтобы у Виктории не было обиды, что она не успела получить полноценный ответ, я еще пару слов скажу. Вот когда я сказал Виктории про ее отца, что он вообще недоволен жизнью, это к чему? Нам кажется часто, что люди специально гадят для нас. На самом деле большинство людей вообще не имеет нас в виду, когда что-то делает и как-то поступает, а преследует совершенно вообще свои цели или имеет свою психику определенную, которая не позволяет вести себя по-другому. Это важный момент, потому что отец Виктории в принципе недоволен жизнью. И, кстати, недоволен собой. Он переносит на своего ребенка отношение к себе. Он считает, что с ним все плохо, жизнь вокруг плохая. Естественно, ребенок тоже часть этого несправедливого мира. Ничего личного. Добрый день. Добрый день, Михаил. Я ваша страстная поклонница. Переслушала, пересмотрела море лекций, но не совсем, как сказать, хорошая ученица, потому что у меня есть проблема с мамой. У меня мама очень обижается на все, там, на жизнь, на меня, на папу, на моего мужа. Вот, и сейчас она даже, ну, скажем так, легла в клинику неврозов. Вот, ее лечат лекарствами. Но, а маме сколько лет? Ну да, таблетками. Но маме по, сколько как лет? сказать, внутреннему состоянию я понимаю, что... Такое ощущение, что я сам с собой разговариваю. Дайте она еще раз пытается попробуем. выводить на какие-то обиды, Класс. конфликты, как-то мне Алло. звонить. Вы меня слышите? А мне сколько лет? Вам я не спрашиваю, сколько лет. Маме Нашей сколько? маме где-то 63, вот так вот. Так, то есть 63 года. не деменция. Деменция? Нет, Это не уже деменция. головой, да? Да, она молодая еще до деменции. Ну, Вот. То есть и мама вот на у меня всех вопрос обиженная. следующий, да, то есть как такой вашей прилежной ученицы, у меня нет ни таких друзей, ну это мама. Вот как мне научиться взаимодействовать с мамой, чтобы не провоцировать на конфликт,
Я уже стараюсь, как сказать, не попадаться там на глаза лишний раз. Там. Спасибо. Я понял вопрос, буду отвечать. Приезжать. Ну, во-первых, хочется сказать, в отличие от эстрадных исполнителей, выражение «я ваша страстная поклонница» к сексу не имеет никакого отношения. Значит, смотрите, вы не должны учитывать мамино состояние. Если у мамы депрессия, а есть депрессия, связанная с обидой, то мама благополучно лечится, и дай бог, чтобы она вылечилась. Если вы хотите, и, кстати, этой маме поможет гораздо меньше обижаться, то вы должны вести себя только по своим правилам. Вы говорите: мама, я тебя люблю, но говорить мы будем так, как мне удобно. Если не хочешь, можешь не общаться. Это мой муж. Хочешь, не принимай. Тогда ты не сможешь полноценно общаться с моей семьей. Хочешь, принимай, тогда у тебя будет возможность иметь совершенно нормальную семью, только не только дочь, но еще и зять, и внуков и так далее. Это первое. Второе. Если ты говоришь про свои обиды, я эту беседу поддерживать не буду, и мы вынуждены будем с тобой сразу попрощаться. Или ты берешь какую-то нейтральную тему про погоду, я, кстати, люблю сам про еду больше, или мама, пока. Мне нужно идти мыть посуду, стирать белье и укачивать мужа. И мама рано или поздно попадет в такую ситуацию, что у нее просто выбора нет. Если она хочет общаться с дочерью, ей придется жить как бы по этим правилам. Теперь никакого смысла подыгрывать маме нету, потому что тогда вы начинаете у мамы культивировать ее обиду. Во-первых, мама начинает думать, что она реально права, потому что дочь специально так себя ведет, чтобы мама даже как бы утвердилась в этом мнении. А когда человек ведет себя все-таки по-своему, то мама хотя бы начинает сомневаться в том, что она не права. Кроме этого, если она лечится в психиатрии, я не исключаю, что у нее какие-то, может быть, не знаю, параноидальные проблемы, то есть она недоверчива, она сомневается и так далее. И ее обида носит такой немножко психопатологический характер. Тогда нужно говорить с врачом, и пусть вам врач скажет, насколько она адекватна, и насколько с ней надо также адекватно общаться. Потому что если она человек неадекватный, это, конечно, придется учитывать. Вот, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Наталья, моей маме 79 лет. Она постоянно обижается на меня, внуков и зятя. Все ее не устраивает, кто-то прошло меня внимание, что делать? Ничего не делать, но в отличие от предыдущей мамы, которой 63 года, ваша мама как раз может уже находиться в периоде деменции. И тут уже надо просто спокойно все на тормозах спускать, потому что, я не врач и не геронтолог, и маму я вашу вообще не видел. Я предполагаю, что если человеку почти 80 лет. И, кстати, рекомендуется всем пожилым людям, психиатры считают, что им всем нужно пить антидепрессанты, не самим, не дай бог, а через врача пройти к врачу и там прописать.